Пожар на круизном лайнере Star Princess. Круизный лайнер Star Princess представляет серию кораблей Грэнд-класса, построенных по одному проекту, и является младшим братом-близнецом лайнеров Grand Princess и Golden Princess и дебютировал в 2002 году. Star Princess был спущен на воду 10 мая 2001 году. 29 июня 2001 года на камбузе на борту лайнера возник пожар, когда искры от сварочной горелки воспламенили его. Огонь распространился на столовую, но повреждения не были значительными, и строительство продолжалось до 25 января 2002 года. Длина круизного лайнера 290 метров, ширина 36 метров, высота 61 метр. Обслуживающий экипаж судна 1100 человек. Пассажировместимость 2592 человека, количество кают 1297. Star Princess крестили 25 января 2002 года на верфи Финкантайре в Монфальконе. Ее крестная мать Гунилла Антонини, жена исполнительного председателя Финкантайре Коррадо Антонини. На момент доставки в Princess Cruises Star Princess была слишком велика для транзита по Панамскому каналу. Поэтому, чтобы прибыть в Лос-Анджелес, она отправилась в восточное путешествие из Италии, проведя ее через Средиземное море, Суэцкий канал, Индию. Круизный лайнер плавал на Аляску, в Австралию, город Сидней, затем в Юго-Восточную Азию и по Средиземному морю. Зимой 2019-2020 года она была доставлена домой в Лос-Анджелес и совершила плавание по маршрутам к Мексиканской ривьере, морю Кортеса и Гавайям. Оправдывая свое название, лайнер Star Princess по праву является сияющей звездой флота Princess Cruises. Комфортная окружающая обстановка и расслабляющие центры, такие как The Sanctuary, кинотеатр под звездами, заставят вас провести все свое время на борту корабля. Двухпалубный театр Princess для идеально просмотра мюзиклов бродвейского стиля, казино Грэнд, ночной клуб Skywalkers на верхней палубе, библиотека, интернет-кафе, арт-галерея, полностью оборудованный детско-юношеский центр. – 23 марта 2006 года, примерно в 3 часа ночи, по пути с Большого Каймана в Монтево-Бей, Ямайка, в пассажирском салоне на миде судна по левому борту возник пожар. Вскоре после этого капитан подал общий аварийный сигнал. 7 коротких звуков, за которыми последовал один длинный звук судового свистка через систему громкой связи, гудок и различные сигналы тревоги. Пассажиры эвакуировали свои каюты в общественные места через задымленные коридоры, хватая по пути спасательные жилеты. «Мы считаем, что нам очень повезло», — сказал Клеменс Фасс из Торонто, Канада, Associated Press после того, как он и его жена были эвакуированы вместе с другими пассажирами. «Когда мы вышли из каюты, в коридоре кто-то потерял сознание. За ним ухаживали, но это было очень и очень страшно. Они собрались на своих пунктах сбора и были объединены в группы примерно на 7 часов. Сообщается, что эвакуация была организованной, в отличие от более смертоносных пожаров, таких как пожары в замках Моро и Ярмут. Спасательные шлюпки были спущены, но оказалось, что в них нет необходимости, так как огонь был локализован и потушен, и судно направилось в Монтево-Бей своим ходом. Пожар якобы был вызван горящей сигаретой на балконе, который стал достаточно горячим, чтобы расплавить перегородки балкона из пластикового поликарбоната, материала, одобренного международными правилами безопасности круизных линий. В результате пожара были нанесены ожоги до 150 кают и еще не менее 100 кают от дыма на пассажирских палубах с 9 по 12 этажах. 72-летний пассажир Ричард Лефидж из Джорджии умер от асфиксии, вызванной вдыханием дыма и непроницаемых газов, а еще 13 пассажиров пострадали от сильного вдыхания дыма. Хотя тлеющая выброшенная сигарета, вероятно, действительно вызвала пламя, следующие предметы также были виноваты в том, что позволили огню распространиться так быстро, как это произошло.
поликарбонатные перегородки балконов, полиуретановая настенная плитка и пластиковая мебель были легко воспламеняемыми и выделяли большое количество очень густого черного дыма при горении. Стекло в дверях между каютами и балконами не было огнестойким, чтобы соответствовать требованиям класса А, не самозакрывающимся. Балконы пересекали границы основной зоны пожара как по горизонтали, так и по вертикали и не имели структурных или тепловых барьеров на границах зоны или палубы. На балконах не было систем обнаружения пожара или пожаротушения. Круизный лайнер Star Princess, на борту которой находилось 2690 пассажиров и 1123 члена экипажа, несла свидетельство ночной драмы, когда заходила в порт Монтьево-Бей. Около 85 внешних кают потемнели от огня, что резко контрастировало с ярко-белой внешней стороной корабля. Металл был перекручен, свидетельство высокой температуры пламени. Круиз был прекращен в Монтьево-Бей, и пассажиры были эвакуированы в отеле на Ямайке, а затем улетели домой. Все пассажиры получили полную компенсацию и возмещали все личные дорожные расходы, которые они понесли. Корабль следовал по карибскому маршруту, который отправился из порта Эверглейдс. 19 марта 2006 года. После того, как 79 кают были разрушены и еще 204 повреждены, судно было перемещено на Багамы, а затем в Германию на ремонт. Ее оставшиеся круизы по Карибскому морю и трансатлантический круиз были отменены в ожидании, что она начнет свой летний сезон на Балтике 15 мая. Судно снова отправилось в плавание 13 мая 2006 года и возобновило регулярное движение 15 мая из Копенгагена. «Принцесса» внедрила новые меры, направленные на предотвращение стихийных бедствий аналогичной степени, которые включают усовершенствованные процедуры по управлению пожарами и четкую связь во время чрезвычайных ситуаций. Пассажиры сообщили, что единственными заметными отличиями были сильный запах нового коврового покрытия, установка спринклеров на всех балконах и замена пластиковой мебели негорючими альтернативами. Никакой внутренний декор не претерпел существенных изменений, чтобы сохранить единообразие внутреннего дизайна корабля.